Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Ольга, и сегодня я хотела бы вам рассказать, точнее поделиться с вами своим опытом в накручивании трубочек. Когда и как выбрать, какие трубочки вам нужны. Хочу уберечь всех от моей ошибки. Когда я только начинала, я пересмотрела множество мастер-классов, было множество информации, и в море этой информации утонула такая мелочь, как на какую спицу крутить. То есть, так как легче крутить, конечно, на толстую спицу, я накручивала на 2,5 мм свои трубочки. В результате при плетении они, конечно, сплющивались и не давали такого результата, который хотелось бы. Глядя на других мастериц, я видела, что у них трубочки напоминают лозу и не сплющиваются при плетении. У меня трубочки сплющивались, пока я не поняла, что это спица для больших трубочек, для больших изделий. А для маленьких изделий, таких как шкатулочки, кружечки, я использую вот трубочки, накрученные на вот эти спицы. Крутила из всего, что попадалось под руку. Сейчас очень много забрасывают нас газетами, рекламными проспектами различными. Вот из них я крутила и училась плести. Сразу бросается в глаза вот лощеная. Мне казалось, что это должно быть здорово, но на лощеную бумагу не ложится морилка хорошо. Краской с колером вот я плела. Одна из первых моих корзинок, он сплетена из трубочек, из лощеной бумаги, покрашена колером черным и патинирована белой эмалью для радиаторов. Плести из них удобно. Для того, чтобы было удобнее плести, надо их увлажнить, положить в файл или любую другую упаковку, чтобы внутри они оставались влажными, а кончики сухими. Увлажнить не просто водой, а можно увлажнить на литр воды, взять столовую ложку бальзама для волос или кондиционера для белья, размешать и этой же смесью увлажнять. И получится очень хороший материал для плетения. Учиться и бесплатный. В магазине взяли, порезали, накрутили и пустили в дело. Чуть-чуть увлажнили их и можете плести. Газету я сворачиваю на 5 частей. У нее есть край. Вот этот край светлый, трубочки из этого края получаются такие же, как из потребительской бумаги, тоже светлые. Я их использую для светлых трубочек. А эти трубочки я складываю вот отдельно. Это чтобы я их сейчас крашу в черный цвет, черный, чтобы не просвечивал принт газетный. Не знаю, будет ли видна на камеру разница. Вот трубочки накручены на спицу 1,5 и 1 миллиметр. То есть вот у меня две рабочие трубочки для такие. Помимо той большой спицы 2,5 миллиметра, еще 1,5 миллиметра и 1 миллиметр. Сейчас я стараюсь все трубочки крутить на тонкую спицу 1 миллиметр. Мне более комфортно ими плести. А ширина полосы осталась та же. То есть лист потребительской бумаги я складываю на 3 части. Это получается 7 сантиметров. А газета, так как она по плотности по своей менее плотная, я ее делаю 9-10 сантиметров. То есть чуть-чуть потолще. Для того, чтобы не забывать, какие трубочки я накрутила, я пишу на них информацию. То есть вот то, что накручены трубочки на тонкую спицу, и газета разрезана на 5 частей. Кручу я трубочки на вот линолеум. Это моя помощница младшая, пока я не видела, постаралась мне. Это уже не стирается, не ерзает бумага. То есть вот я скрутила трубочку, склеиваю. При склеивании я применяю вот такой клей ПВА Супер.
обычный канцелярский клей. В других упаковках я брала, они расклеиваются при покраске. И клеем карандашом тоже расклеиваются при покраске. Поэтому я больше не экспериментирую. Я вот проверенным клеем пользуюсь. Всем известная офисная бумага. Вот есть упаковка. Из нее я тоже делаю трубочки. Из нее, если их на 3 части порезать, ну, я уже не режу, потому что у нас продается потребительская бумага не 80, здесь вот 80 грамм, а я уже показывала, я покупаю 60 грамм на метр квадратный и кручу белые трубочки из той бумаги. А эти я использую на стойке, то есть они настолько твердые, их именно на стойке я использую, больше никуда. Вот они у меня лежат, и когда нужны, вот у меня есть такой ящичек, это вот один из первых мною сплетенных ящиков. Я еще тогда училась. Это вот ящик, который у меня дома стоит. И на нем я могу вам показать вот стоечки. Есть газеты, которые режутся вдоль. Вот они порезаны вдоль. И трубочки крутятся вдоль. Эти трубочки я использую для крупных изделий, для корзинок, для коробов. Для всего, что крупнее шкатулки. Кручу на спицу 2,5 миллиметра. Вот на такую. Вот шкатулочка и корзиночка. То есть вот у меня здесь вот я брала толстую спицу на 2,5 миллиметра. А вот здесь вот я брала на 1,5 миллиметра. Если толстыми трубочками делать загибку, вот они ломаются, прогинаются. Вот заломы, вот такие вот образуются. Если на тонкую спицу брать широкую полосу, вот этих заломов не будет. Это вот моя старая корзинка. К сожалению, новых вещей у меня дома нету, они все распроданы, поэтому я буду вам показывать на старых. Ссылочку на видео, как сплести корзинку овальную, вы увидите сейчас на экране у себя. При плетении сундучка я использовала трубочки, еще один вариант трубочек. Я стараюсь разобраться в плетении из соломки, то есть вот для того, чтобы трубочки имитировали соломку. Вот. То есть вот смотрите, вот сплетено из обыкновенных трубочек, а вот сплетено из тоненьких из этих. Зубатку я плела вот из белых трубочек, чтобы она была не грубая. И трубочки я делала каждую полоску, полученную из, вот, на 3, а потом еще напополам. То есть получается лист я разрезала на 6 и крутила на эту тонкую спицу. Ссылку на как я плету свой сундучок вы увидите сейчас у себя на экране. Это все, что я вам сегодня хотела рассказать. До свидания. Надеюсь, я ответила на все ваши вопросы. Если у вас остались еще вопросы, обязательно задавайте мне их в комментариях. Я с удовольствием отвечу. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. Желаю вам успехов в ваших начинаниях.